С это Снежана, Снежана это С. Всем добро пожаловать на канал Bird Space. Всем привет! Меня зовут Снежана, и я рада видеть вас на канале Bird Space. И сегодня у нас такое достаточно секретное, одновременно скромное видео, потому что я буду показывать вам свою комнату. И начнем ее, конечно, с того, что вы уже видите, что здесь живут мои попугайчики. Но это не значит, что я полностью отдала комнату птицам, но я ее иногда делю вместе с ними. Здесь у меня находится при входе в комнату система видеонаблюдения, дальше же диван и стол, который вы много раз могли видеть в видео. И здесь такая вот стенка. Я не люблю, когда находится много предметов в комнате, но сейчас я много с чем работаю, мне нужно какие-то вещи у птиц заменить, поэтому я все сюда приношу, чтобы не забыть. Многие вещи, если они лежат на виду, это лишь значит, что я очень часто их использую. И идемте дальше со мной. У меня здесь такая вот стенка. Вообще, мне она не очень нравится, потому что она открытая. Я люблю закрытые стенки, как вот здесь вот ящики, просто чтобы сложить все и было закрыто. Я знаю, где что. И поэтому мне удобно так складывать. Но сюда я приношу какие-то вещи и по мере необходимости их использую или убираю. Сегодня вот жемчужинка летала, она что-то поскидывала, нужно это вернуть, но в целом это не страшно. Дальше у меня такая маленькая зона. Если честно говорить, я хотела прибрать все до того, как начну снимать. И началось все с того, что каждый день мы пылесосим, и тот день был не исключением. Я убирала у птиц и решила, что пора бы снять рум-тур. Но по ходу дела поняла, что нет смысла делать все идеально красивым, но все же начала свою перестановочку. И да, голубчик был очень рад, потому что знал, что скоро он пойдет на солнечные лучики. Совсем скоро уже будет очень тепло, поэтому хочу сделать летнее помещение для птиц еще лучше. У нас тут остался стенд, точнее как остался, я его все равно обновляю, вот, притащила новые веточки, но сейчас не об этом. Во-первых, это нужно будет все убрать, и эту часть я хочу опять же вымыть, потому что даже зимой мои птички тут часто тусили, естественно, могли кое-что поразбрасывать. Отодвинуть вот эту вот клеенку, ее перемыть, и вот это вот место застелить другой клеенкой, чтобы вот в эти вот части мусор никак не мог залететь, потому что потом это просто трагедия его оттуда доставать. И клеенку возьму вот эту. И получается пока вот так вот идеально, на мой взгляд, потому что клетка будет стоять вот здесь, и мусор будет удобно убирать, он хотя бы будет огибать всю эту поверхность, но если что, легко будет его вот так вот снять, клееночку имею в виду. И сейчас домываю какие-то вещи, потому что, да, птицы все-таки играют, и не только играют, и придется убирать. Ну, это дело нормальное и естественно. Но так получилось, что я решила лучше показать то, как оно есть, чем вот эту вылизанную картинку. Если вам кто-нибудь когда-нибудь говорит, что дома у птиц, у тех, кто живет с птицами, все идеально, это, конечно же, неправда. На данный момент у меня здесь вот такой вот столик, за которым могу я даже работать, ставить сюда свой ноутбук, либо же сейчас здесь находится птичьи вещи. Сейчас я вам покажу. Здесь у нас кликер, какие-то лакомства, таргет, тренинг, мы точно так используем. И все это нужно каждый день, поэтому эти вещи я не убираю куда-то по шкафам, а просто оставляю их здесь. Либо какие-то стяжки, стяжки нейлоновые, которые я использую для птиц, для закрепления различных веточек. И да, плавно переходим к просто гениальной вещи здесь. Что это такое? Это здесь сушится клеенка. Почему? Потому что у птиц на самом деле пространство не ограничивается этой комнатой. У них еще есть пространство на балконе, которое я вам тоже обязательно покажу, но сейчас завесила, чтобы свет был адекватный. И там у них находится второй стенд, и поскольку скоро уже будет лето, нужно будет их туда выселять, в их, скажем так, лучшую комнату, чем это, потому что там можно и проветривать и чаще, и лучше, и качественнее, и солнечный свет, можно открывать им окна, чтобы они получали свой витамин D, и не скоро туда уже переедут, они, в принципе, и так часто бывают на балконе, просто потому что им там нравится на второй стенд, но я хочу немножко переделать и поселить новую клеенку, чтобы не портить пол. Дальше я отодвинула немножко птиц от стенки и от шторы. Обычно она, кстати, не зашторена. Мне нравится, когда больше света и панорамные окна. Здесь стоят у меня птицы на своем стенде. Голубчик плавно убегает. И здесь у нас дверь на кухню. Почему я расположила именно здесь птиц? Одна из причин, потому что у них есть второй стенд, и я открываю часто дверь на балкон, они могут там посидеть, там полетать, могут вернуться к себе самостоятельно. Очень важно, чтобы птицы также могли наблюдать за всем, что происходит на улице, потому что у птиц хорошее зрение, и им это важно. И второй аспект –
Это близость к кухне, это, кстати, может быть как хорошо, так и плохо. Все боятся тефлона, все знают, что насколько он вреден, но, кстати, нужно бояться не только тефлона, потому что тефлон — это запатентованное название одной фирмы. Я вам чуть больше здесь вот вверху покажу. Кстати, на кухне я проращиваю, замачиваю корма для своих птиц. Если вы еще не научили своих птичек кушать полезно и правильно, то я вам оставлю 2 ссылки на 2 видосика здесь в описании, чтобы вы могли это сделать для своих птичек. И там у меня кухонька, мне быстро прийти, нарезать им фрукты, овощи и дать им это все. Вот такая вот клеточка у нас на колесиках, поэтому удобно передвигать. И частью этой комнаты я по праву считаю балкон, потому что, как я сказала, он часто открывается. И скоро я клеенку эту застелю, и у нас будет здесь второй стенд. Точнее, он и так есть, но, как видите, он еще не совсем готов. Я решила его немножко переделать, и сюда застелена, как я вам показала ранее, новая клееночка, уже частично прикреплена. Некоторые вещи не могу отсюда убирать, поэтому они здесь остаются. А стенд заменяю. Уберу какие-то совсем старые веточки, принесла новые, но их еще нужно удобно закрепить. И здесь станет новая клетка, и здесь будет удобно проветривать, все такое. И, кстати, да, даже на подоконник кладу деревяшечку. Голубчик обожает перейти, сесть и просто смотреть в окно. Вот это его must have. И вот так вот птички, получается, могут с одного стенда переходить на второй. Точнее, здесь дверь открыта и немножко под другим углом находится, и жемчужинка может перелетать, что, собственно, она и делает, а голубчик спокойно может переходить. Он у нас, скажем так, как бы не хотелось так говорить, но птичка инвалид, она не может летать, поэтому для нее это, конечно же, важно. Да, голубчик? Но ничего, мы работаем над этим и часто стараемся, чтобы он сам летал, и я каждый день с ним занимаюсь этим. Ну, а жемчужинка сама умеет. И, конечно, когда птицы живут у меня на балконе, когда я могу каждый день открывать им окно, когда они сидят еще в клеточке, чтобы солнечный свет на них попадал естественно, это замечательно. Но не всегда это возможно, по крайней мере, в зимние сезоны я не всегда могу открывать там окно, и тем более садить туда птиц просто банально, потому что очень холодно. Хоть они прекрасно переносят морозы, но минус 20, как было в этом году, я им не могу позволить оставить, я просто банально боюсь, они не приучены. Поэтому у нас тут есть такая вот системка. Это подведенный кабель, подведенный сетевой фильтр, к которому здесь сверху крепится. Сейчас его нету, потому что я сняла, мне нужен для съемок. Но здесь висит лампа специально ультрафиолетовая, я вам ее ранее показывала. Если вам нужно видео о ультрафиолетовых лампах, которые я использую, обязательно напишите. Но вообще здесь у меня такая съемная, хорошая лампа, и в целом меня она устраивает. Единственное, но все боятся, переживают, что мои птицы полезут и их там, не знаю, ударить током, или они сгрызут провода. Птицы действительно могут полезть и сгрызть. Да, такое бывает. Я уже отвечала, что чаще всего таким страдают выгромыши, но в том числе могут погрызть и вот такие вот птицы. Но конкретно эти двое не лезут. Плюс птицы всегда находятся под контролем, плюс есть видеонаблюдение, и, соответственно, я не боюсь, потому что я могу наблюдать за ними, и я стараюсь отодвигать вот таким вот образом, но вот эта вот дама умеет летать, в отличие от самца, и она может забираться на лампу, когда летает. Но она садится просто на лампу, лампа не горячая, и я просто ее смахиваю рукой, чтобы она оттуда слетела. Но это было не часто, но в целом бывало. Поэтому тоже аккуратно, в любом случае лампу нужно ставить птицам, как бы это не было для них опасно. Ну и в данном случае, на мой взгляд, это совершенно не опасно. Здесь еще возле птиц и кухоньки у меня расположен вот такой вот шкафчик. В целом, я, как я говорила, люблю убирать все в ящики, если у меня какие-то птичьи корма, продукты первой необходимости. Здесь также продукты первой необходимости, точнее, всякие вот мисочки, да, я когда мою и высушиваю, складываю сюда. Здесь у меня сушится глина. Поэтому какие-то вещи здесь, но преимущественно я стараюсь все, конечно же, прятать, чтобы не создавать такой вот визуальный шум. И такая вот небольшая маленькая комнатка, но в целом уютно, ее удобно использовать, и мы прекрасно здесь живем с птицами. И спасибо вам за просмотр. Если у вас еще были какие-то вопросы, то обязательно пишите их. С вами была Снежана, Голубчик и Жемчужинка. До скорых встреч на канале Bird Space. Что нужно? Подписаться и поставить лайк, да, бусечка? Все. Всем спасибо. Пока-пока. С это Снежана. Снежана это С. Подпишись, пожалуйста, на канал Bird Space.